Я думаю, каждый из вас знает, что такое желе. И многие из вас знают наверняка, что желе замешивается в процентном соотношении по стандарту 90 к 10. То есть 90% воды, 10% желе. Но сегодня мы с этим поэкспериментируем и сделаем не только 10% желатина, но 20, 30, 50 и 70%. Вы представляете, что будет, если мы намешаем 70% желатина и всего лишь 30% воды? Я думаю, это будет очень жестко. И мне кажется, что даже кувалдой мы не сможем ее разбить, ну никак вообще. Ну и для того, чтобы начать этот эксперимент, нам для начала нужно приготовить желе. Давайте его сделаем. Ну что, ребята, прошли уже целые сутки, желе у нас уже застыло, оно стало максимально твердым. Но прежде чем мы перейдем к разрушениям, у меня есть для вас отличная новость. Прямо внизу под этим видеороликом находится красная кнопочка подписаться, нажмите на нее, сделайте ее серой. И рядом также находится кнопочка лайка. Если вы на нее нажмете, и мы наберем под этим видеороликом 5000 лайков за 24 часа, то следом выйдет уже сразу еще один видеоролик. Я думаю, это максимально вас обрадует, и это будет очень честно. Так что от вас требуется всего лишь нажать на кнопочку лайка и подписаться внизу на канал, а от меня позитивный ролик на следующий день. И да, возможно, вы заметили, что у меня ложка в руке. Нет, я не тороплюсь на обед. Я просто собираюсь уже начать этот эксперимент. 10% желе! Оно не уваливается ни хрена. Мне кажется, ложка с этим желе справится очень легко. Вы посмотрите, что это такое. Вы смотрите, как это выглядит забавно. Ну что, моя ложка готова? Давайте проверим, что произойдет с желе, если я ударю по нему ложкой. Оно как будто смеется надо мной. Вы посмотрите. Сейчас будет очень сильный удар. Раз, два. Погнали! Да ладно! Вы только гляньте. Это что? После какого-то удара ложкой ему все, ему хана. Ну знаете, это было очень лайтовое желе. Но я думаю, что следующее желе уже будет намного сложнее. 20% желе! Оно так уже сильно не разваливается. Мне кажется, тут одной ложкой не обойдемся. Я не думал, что оно такое крепкое будет. Смотрите, оно не так сильно трясется, как первое желе. Оно, конечно, прикольное. Здесь консистенция уже поинтересней. Мне кажется, ложка тут вообще бессильна. Как вы думаете, напишите внизу в комментариях, а я сейчас это проверю. Сейчас будет супер усиленный удар для того, чтобы разбить это желе нахрен просто. Готовы? Я готов. Раз, два, три. Даже удар такой тихий был. Давайте еще разок. Если я сейчас не разбиваю, мы переходим к следующему виду оружия. 3. Капец, ему пофиг вообще. Оно такое упругое, что никакая ложка его не возьмет. Но у меня есть оружие пострашнее. Следующий вид оружия самый мощный, думаю, из всех. Это моя рука. Сейчас желе точно расколется. Я готов. Раз, два, три. Но это был слабый удар. Я думаю, стоит ударить так, как бьют в карате, как меня учили. Так, еще один удар, еще сильнее. Раз, два, три. Ну ему пофиг. Ребят, я специально помыл желе, чтобы показать вам, что моя рука никаких увечий ему не нанесла. Вы посмотрите. То есть оно абсолютно целое. А это значит, что нужно переходить к следующему виду оружия. А следующий вид оружия это будет молоток. Конечно же, против моей руки это будет мощнейшее оружие. Поэтому я думаю, что желе против молотка точно не устоит. Раз, два, три. Слушайте, его насквозь пробило. Посмотрите, что стало желе. Я даже не заметил, как его пробил. Просто сквозное отверстие, вот оно. 30% желе! Слушайте, ну в этом случае нужно уже приложить усилия, чтобы его пальцем вдавить. Распаковка чек. Оно слишком жесткое. Можно даже не париться, что оно развалится. Оно вообще не развалится. Так? Вообще в легкую. Это реальный попрыгунчик, я вам скажу. Это очень похоже на попрыгунчик. Это какая-то присоска. Так как в прошлом раунде у нас желе проиграло против молотка, значит в этом раунде продолжаем с молотком. Фу, я готов. Я сейчас просто вот так уроню молоток. Он сам отпрыгивает. Блин, да куда ты? Ладно, я готов. Раз, два, три. Либо я не попал по желе, либо ему пофиг вообще. А вот кирпич у нас развалился. Давайте сделаем еще одну попытку. Раз, два, три.
Я вообще попадаю или нет? Я как будто попадаю, но вроде не попадаю. А нет, я попал. Я даже не заметил, но я попал. Снизу есть четкое отверстие, смотрите. Мне кажется, мне палец туда влезет спокойно. О, да, точно. И сбоку тоже. Против молотка это желе бессильно. 50% желе. Офигеть, оно жесткое. Я его вдавить не смогу, мне кажется. Даже сломать, наверное, не смогу. Ну ладно, что? Давайте проверять. Фу. 3. О, ты видел это? Ему вообще по барабану, прикинь. Вообще ничего. Давайте еще раз ударю. 3. Чего вообще? Оно никак вообще не коцнулось, прикинь? Вообще никак не коцнулось. Смотри, никаких трещин. Я сейчас принесу воду и перекамера помою, чтобы вы убедились в этом. Ребята, вы сейчас охренеете просто. Смотрите. Блин, да что такое-то? Это реально попрыгунчик, это почти резина, ребят. Я 2 раза очень сильно ударил молотком. Ни трещин, ничего. Но так как молоток здесь бессилен, я думаю, надо переходить к кувалде. Она будет гораздо мощнее, чем молоток. Так что, думаю, против нее у этого желе нет шансов. Ребят, чтобы вы понимали, вот так выглядел молоток. А вот так выглядит большой молоток, то есть кувалда. Он весит так раза 4, наверное, больше, чем вот этот молоток. Я думаю, что, ну все, желе хана. Давайте проверим. Кувалда против 4-го уровня желе. 50% желатина, 50% воды. Я как-нибудь сейчас ударю посильнее. Прям вот. 1, 2, 3. Это желе целое, ребята. Ему вообще что? Ему по... А, нет. Смотрите. Пробил. Но увечья в любом случае есть, так что можем считать это за пробитие, и это желе выбывает. 70% желе. Так, но это самое прочное желе на сегодня. 70% желатина, вы только представьте, 70%. Мне кажется, это желе кувалде такая, возьми что-нибудь побольше, чувак. Это прям в руке ощущается прям настоящая резина. Все готовы? Я тоже готов. 1, 2, погнали. 3. Классно у нас кувалда, ребята, вообще. Давайте я немножко вот так вот встану, потому что, возможно, прилетит в камеру вот эта кувалда. 3. О! Никаких увечий вообще. То есть абсолютно целое желе. Сверху что-то там виднеется, какая-то трещинка малюсенькая, вот она. И все. Я думаю, вы сами видели, с какой силой я бил. Я очень сильно замахивался, аж кувалда вылетала. Но все равно, желе 1, кувалда 0. Ребята, это было, конечно, очень неожиданно, но 5-й уровень желе кувалда смогла выдержать. Я вообще не знаю, как это произошло. И я вообще не понимаю, как обычное желе может выдержать такую нагрузку. И если у вас есть еще какие-то интересные идеи, связанные с желе, пишите внизу в комментариях. Я обязательно все почитаю, выберу какую-нибудь интересную идею, и мы обязательно это снимем. Ну а если вам понравился этот видеоролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь внизу на канал, не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые интересные эксперименты. И всем пока!